Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы сегодня пригласили опять Гулю к нам. Гуля у нас постоянный наш гость наших программ. Здравствуйте, Гуля. Здравствуйте, Женара. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Я Гулю представлю двумя словами. Социальный работник и практикующий психолог. Мгм. Совершенно верно. Гулечка, скажите, пожалуйста, что в последнее время такого интересного произошло в вашей работе? Ну, я, как вы, наверное, читали, активно веду свой Инстаграм, который целевая аудитория которого женщины. И недавно он у меня достиг 2000 человек. Для меня это очень большое, скажем так, достижение, потому что начинала Инстаграм ровно год назад с нуля. И пишу на достаточно такие непростые темы. И люди, которые на меня подписываются, это люди, которые сначала читают мои посты, да, а потом уже подписываются. То есть это люди, которым интересны эти темы. И для меня это было очень большим, скажем так, событием. Сейчас стараюсь, чтобы и казахскоязычная аудитория мои консультации были доступны. Замечательно, очень хорошо. Я как раз, вы сейчас только что сказали о женской теме. Сейчас я хочу поднять вопрос как раз по теме женщин в Казахстане. Вы знаете, очень последнее время я заметила, что вопрос о киллинг стал очень актуальным. Снимаются и художественные фильмы, очень много интервью о том, кто такая Киллиан, какая она должна быть. Как вы думаете, почему такая тема сейчас становится актуальной? И еще в связи с тем, что я хотела бы сказать, что, наверное, с нашей стороны, с точки зрения нашего канала, эта тема актуальной была бы, потому что мы вот видим прекрасное взаимоотношение между бабушкой и мамой, да, Димаши. Мы видим, какие у них замечательные, прекрасные взаимоотношения. Просто удивительно. Иногда, мне кажется, настолько вот, знаете, идеальные отношения. Кажется иногда, что они вот неестественны. Ну, что касается семьи Димаша, давайте, наверное, все-таки предположим, что это не такие искусственные отношения, а действительно такое бывает, и бывает достаточно часто в Казахстане, когда Келин и свекровь по-настоящему любят друг друга, как практически как мать и дочь. И у меня в семье тоже так. Моя сестра родная в прекраснейших отношениях со своей свекровью. Она очень ее любит, уважает, и также и обратно, да, это все взаимно. Там, у моей мамы были хорошие отношения с свекровью, поэтому это имеет место быть, Женара. Бывает такое, что да, иногда у женщин даже более теплые отношения со свекровью, нежели даже со своими мамами. Да, и мы можем однозначно сказать, что это имеет место быть, и что не все так плохо, трагично, ужасно. Да? Мы должны понимать, что вот как раз-таки на примере семьи Димаша, что действительно там очень благородная, умная бабушка, и как такую не любить, да? Всем бы, наверное, хотелось такую бабушку. Другой вопрос, что да, действительно стали больше снимать фильмов, стали больше поднимать вопрос Киллин, потому что проблема назревала уже давно. Если мы посмотрим на статистику разводов, например, у нас 60% разводов случается по причине вмешательства родственников. Ну, тут, конечно, можно сразу предположить, что под родственниками имеются в виду все-таки, да, а, родители либо мужа, либо жены. Ну и чаще всего это отношения вот свекрови и Киллин, к сожалению. Есть и негативная тенденция, когда Киллин, она считается частью семьи, которая должна заслужить стать
частью семьи, да, ей нужно показать себя долгие годы, служа семье, там, не знаю, обслуживая ее, рожая детей нужного пола, будучи там терпеливой, и делая то, что от нее ожидают, она должна заслужить. Это чаще всего занимает там 5, 10, 15, 20 лет, пока ее дети не вырастут, и она сама не станет свекровью, да. То есть вот это вот время, оно дано женщине, да, чтобы она, скажем так, кому-то, ну, новой семье мужа показала, доказала, что она достойна ее. Но мы же с вами понимаем, что так так не должно быть, никто не должен ничего заслуживать, да. Все люди должны жить, проживать свою жизнь самостоятельно, независимо. Поэтому и возникает вот этот вот конфликт, ну, скажем так, конфликт интересов, да, или же там конфликт отцов и детей. Времена меняются, женщины где-то не соглашаются, где-то они терпят, но то насилие, которое с которым они сталкиваются, это уже там вредит их здоровью, и, соответственно, сейчас мы пришли к такому, я очень рада этому, к такому моменту, когда мы начали об этом говорить. Да, это здорово, и не только мы начали об этом стало говорить старшее поколение. В частности, я обратила внимание, что бабушка Димаша очень часто в последнее время публикует всевозможные, так скажем, жизненные эпизоды свои собственные. Вот, например, она или в шутку, или всерьез рассказала о том, как она в свое время была килин в семье своего мужа. Вот она рассказывает, что, значит, у мужа остался только дядя. И дядя, значит, пригласил молодую семью жить в свою семью. Соответственно, ну, молодая Келин, бабушка Димаша, она, естественно, как вы сказали, заслуживала то, чтобы находиться в этой семье, жить в этой семье долгие годы, вплоть до того, что дедушка Димаша, он был, оказывается, значит, инженером крупного завода в Актюбе, ему дали квартиру. Он отказался от нее, потому что ему показалось, что они недостаточно пожили в семье у дяди, что, соответственно, бабушка сказала: представляете, мы дальше продолжали жить, пока на второй раз не предложили квартиру, и только тогда мы выехали из дома дяди. На самом деле этот процесс, о котором вы говорите, он сейчас актуален не только среди молодежи, но и бабушки, наше старшее поколение, рассказывают эти истории. Как вы думаете, вот сейчас я рассказала вот эту вот всю историю вам, она, кстати, это видео есть на моем канале с переводом с казахского на русский. Как вы думаете, почему сейчас старшее поколение стало актуализировать эту проблему? Ну, наверное, это связано с тем, что они понимают, что так не должно быть, да, они видят своих детей, своих внуков, и все-таки вот эта вот информация, которая стала сейчас уже доступна, фильмы, которые они смотрят, да, ну, хоть они и взрослые, они же не могут этого избежать, да, они понимают, чего бы они могли добиться или избежать, если бы жили были более свободными, да. Ну и опять-таки давайте не будем исключать тот факт, что все-таки люди взрослеют, мудреют, ну не все, не всегда, да, возраст коррелируется с мудростью, к сожалению, но будем, ну, как бы, да, давайте считать, что у некоторых это так, и когда человек мудреет, он понимает, что многие вещи можно было бы делать в жизни по-другому, да, и это и есть возможность взросления, возможность высказывать свою точку зрения, возможность быть самостоятельным. Вот это вот должно в человеке как раз-таки и взращиваться, нежели, ну,
как вот, наверное, бабушка Димаша осознала, что они даже не посмели переехать, да, то есть не было самостоятельности, не было смелости, не было взросления, осознанности, да, подойти к дяде и сказать, вот там, ага, нам дают квартиру, как вы смотрите на то, чтобы мы переехали и ну, как бы приходили к вам каждую субботу, да, попроведать. Поэтому я думаю, что идет осознание, да, у взрослых людей, как могло бы быть, если бы они жили жизнь вот, самостоятельнее. То есть идет некая такая передача молодому поколению, ну, то есть своего опыта жизненного, да? Да. Ну, Это прекрасно, это прекрасно. На самом деле, вы знаете, вот это разницу между взрослым поколением и младшим поколением, ее можно сделать намного меньше, если эти с возрастом мудреют, а эти уважают, да? То есть тогда им есть о чем действительно поговорить. Взрослым рассказать о своем опыте и поучиться у молодых, молодым слушать взрослых и при этом, да, иметь, наверное, уверенность объяснять, когда они с чем-то не согласны. Вот когда мы воспитываем и взращиваем самостоятельную личность, то этот наш ребенок, он может нам объяснить какие-то решения свои, которые он принимает. Потому что если он будет делать только то, что хочет родитель, то все равно рано или поздно будет какой-то конфликт, но уже конфликт внутренний, да. Если конфликта, смотрите, как происходит, если конфликта между поколениями не происходит в реальности, а он естественен, да, не зря у нас есть даже книга «Отцы и дети», да, и так далее. Этот конфликт, он естественный, потому что время идет. И если этот конфликт не происходит в реальной жизни, он не обязательно будет какой-то, не знаю, там, ужасное, да, он может быть просто в разговорах, да, он может быть очень, скажем так, уважительный конфликт, да, в рамках этических норм. Но если он не происходит в реальной жизни, то тогда чаще всего он происходит внутренний конфликт, да, и вот это все, что связано там с зависимостью у молодого поколения. Вот, помните, в прошлый раз мы говорили про алкоголь, у нас есть, да, там, не знаю, ментальные какие-то проблемы, вопросы. У нас есть очень много агрессии, да, среди молодежи. У нас есть, ну, там, то же самое бытовое насилие, да, вот оно происходит. Я всегда говорю, что насилие, женщины, жертвы бытового насилия, которые ко мне приходят, мы обсуждаем их мужей, я говорю, нет, насилию нет оправдания. Ваш муж или там бывший муж, он должен сидеть в тюрьме, он преступник, так делать нельзя, но когда мы говорим о таких серьезных случаях насилия, ну, в принципе, даже не серьезных, бить другого человека нельзя. Но если мы начинаем разбирать его жизнь, то мы можем проследить какой-то внутренний конфликт, который происходит у него с самим собой, и эта агрессия, она выливается вот там на другого человека, на своих детей, потому что вот это вот не выносил вовремя конфликт наружу. Ну и, соответственно, в здоровой семье люди разговаривают, да, люди общаются. Семья Димаша, она является образцом, показателем не только для Казахстана, но и для многих стран. Очень многие ориентируются на маму Димаша, бабушку, говорят, это просто пример, это просто образец для нас, для всех. Но почему тогда семейная политика? Мы знаем, что в создании законов о семье принимает большое количество людей, да, это как и госслужащие, так и, естественно, это... Большое количество мужчин, Жанара. А? Что? Большое количество мужчин. Большое количество мужчин. В том числе и гражданское общество. Так почему вы не пригласить вот бабушку Димаша, вот даже вот в принятии законов? Это же очень легко. Наверное, нормально было бы, если в нормальной цивилизованной стране, вот если бы такая семья была в качестве образца, сделали бы какую-то, вот у нас есть, нет этот
как совет аксакалов, где можно было бы приглашать вот таких людей для того, чтобы консультироваться, для того, чтобы создавать новые законы о той же семье, о молодежи, допустим. Многие законы нуждаются вот именно в совете старшего поколения. Как вы думаете? А, Жанара, смотрите, у этих людей, да, есть доступ к аудитории. То есть, если они хотят что-то продвигать, у них есть прекрасная возможность это делать. И на самом деле сегодня мы с вами знаем, что социальные сети – это огромная сила. Если человека знают и уважают, он может только, выходя на публику, влиять на мнение людей. Но законы должны разрабатываться и приниматься все-таки профессионалами. Да, в нашей стране эта часть, особенно касательно защиты прав женщин, к сожалению, очень слабая, да, законодательная база. Например, у нас бывший муж считается до сих пор членом семьи. Если он приходит и избивает свою бывшую жену, то это считается семейно-бытовой конфликт. Хотя это самое обычное преступление, за которое нужно, да, ну, как вы сами понимаете, вы живете в Америке, вы знаете, что это очень... даже муж не может так сделать, а бывший муж тем более. А у нас это очень часто, когда бывшие мужья поджигают дома, там, не знаю, разбивают двери, стекла. И до сих пор закон не принят Конечно, это о было. семейно-бытовом насилии. Мгм. До сих пор не принят закон о семейно-бытовом насилии. Но при этом мы должны понимать, что законы должны приниматься людьми, профессионалами, юристами, да, потому что, да, может быть, там бабушка Димаша и его семья, они образцово-показательная, но это же большие, ну, как бы риски, да, когда все-таки непрофессионалы работают над какими-то серьезными проектами. И все-таки я вижу, что роль бабушки и мамы должна быть особенной в нашем обществе. Мне кажется, что надо вести какие-то, может быть, диспуты, может быть, что-то говорить, может быть, побольше приглашать на интервью этих людей, чтобы они могли рассказывать какой-то, передавать свой собственный опыт жизненный, да, людям. Вот, ну, это моя точка зрения. Да, может, Да, нет, я с вами согласна про интервью, про быть более публичными, делиться своим опытом. Да, я думаю, что вот вы абсолютно правы. вы говорите о насилии. Сейчас, в последнее время, эта тема настолько стала болезненной, да, что почему вот эта тема вдруг стала болезненной в последнее время, и что делается в отношении тех, кто применяет насилие в отношении женщин, детей в Казахстане? А, Вы знаете, эта тема действительно стала болезненной благодаря социальным сетям и некоторым общественникам, которые активно ведут, да, пропаганду противодействия насилия в семье. Одно из этих движений вы, скорее всего, прекрасно знаете. Это движение «Не молчи» под руководством Дины Исмаиловой, Дины Танцари и еще некоторых общественников, которые все время освещают эту тему. А острая она стала из-за того, что благодаря, да, вот, скажем так, возможности выразиться в социальных сетях и получить защиту, которую женщина не может получить в правоохранительных органах. Например, если муж женщину избивает, она вызывает полицию, его забирают только на 3 часа. И вот когда он возвращается после этих 3 часов, это самый опасный период для женщины. Самый опасный. В этот момент мужчина может сделать все, что угодно с ней, потому что он настолько обозлен, да, ее нужно вообще забирать от него. Поэтому единственная помощь, которую видит женщина, это вот социальные сети и
в том частности, да, этот фонд, куда женщины пишут, обращаются, просят помощи, просят поддержки. И зачастую только когда общественность следит за каким-то процессом, только это может гарантировать то, что процесс будет, скажем так, прозрачным. Я имею в виду судебный процесс, да, если все-таки он пошел. Вот только недавно у нас был случай, когда мужчина в Астане избил свою жену так, что он ее пинал, что он сам боксер, копчик ей, по-моему, даже разбил. Это было ужасно. Камеры в лифте засвидетельствовали это все и выложили это все в Инстаграм, и только потому, что общественность вовлеклась, этого мужчину посадили, да. Беременная, да, и мама у него тоже там член парламента, что-то, или общественник, что-то такое, да. Поэтому вот сейчас у нас за общественностью некая такая надежда на справедливость. Жанара. У нас нет доверия, к сожалению, нашим правоохранительным органам, но если общественность за тебя вступается, то есть надежда, что ты как-то будешь защищена. Поэтому женщины действительно стали обращаться за помощью вот в такие фонды. И, соответственно, сейчас это кажется так вот, ну, таким трендом, что это все стало вот активно освещаться. А на самом деле женщины просто ищут помощи, просто ищут поддержки. Но еще была тенденция несколько лет назад, вы знаете, она началась еще в Америке, это движение MeToo, да, я тоже, и женщины стали делиться, когда они переживали какой-то сексуальный харассмент. Это вот Харви Эйнштейн, Да, недавно это вот, обсудили. режиссер, Да, да. его посадили, да. Вот после него началась волна, и женщины стали делиться, я тоже, и они все начали в социальных сетях писать об опыте насилия, сексуальных домогательств. И вот это вот движение «Не молчи», оно тоже как бы, да, продолжение этого всего. Не молчите, говорите, только так мы можем это остановить. То есть движение пошло с Запада, здесь, да, вот в постсоветском пространстве женщины тоже начали подключаться. У нас активно этим занимается Дина Танцари и через движение «Не молчи». И, соответственно, так постепенно мы начинаем эту тему все больше и больше освещать. Но при этом, Жанара, я вам скажу, вот я каждый день консультирую женщин. К сожалению, большинство женщин все-таки продолжают жить в условиях, ну, где их права нарушаются, в условиях насилия, эмоционального абьюза, финансового абьюза, да, то есть у нас женщины не понимают, что такое эмоциональный абьюз. Когда ей не дают работать, да, это финансовый абьюз, да, вы знаете, то есть не дают денег и не дают работать, да, вот очень часто, если там киллин, или если она работает, то зарплату должна отдавать либо свекрови, либо мужу, это тоже финансовый абьюз, да. Есть эмоциональный абьюз, это когда, например, тебе каждый день говорят «сен ицен». Вот только вот недавно у меня была клиентка, она говорит, маған күнде айтады, да, күйеуім сен итсің, сен қайт келдің, сен итсің, сен аузыңды ашпау керексің, да, ты собака, ты не можешь разговаривать, ты вернулась, у них был конфликт, она уходила, потом вернулась, ты вернулась в этот дом, ты не можешь открывать свой рот. Это эмоциональный абьюз. То есть женщины не понимают большинство, что, ну, как бы, что недопустим физическое насилие, что такое эмоциональное насилие, эмоциональное или психологическое насилие, что такое финансовый абьюз, да? Когда ты им начинаешь это объяснять, ты понимаешь, что у нас нету вот образования в обществе, вот понимания, что такое насилие. Люди не понимают, что такое насилие, что над ними сейчас происходит насилие. И это очень печально. Там, я уже не говорю, что у нас нет сексуального образования, да, то есть если у нее очень много у нас браков, к сожалению, там происходит, когда, там, ну, не знаю, были отношения, и там кто-то забеременел. У нас очень многие женщины не знают, что, в принципе, можно там после сексуального акта на следующий день пойти в аптеку и на всякий случай выпить, ну, как бы, да, предохраняющие какие-то медикаменты, да, от нежелательной беременности. У нас не знают этого женщины. Это сексуальное образование. То есть страдает
на самом деле вот эта вот база, да, вот, которая является некой такой образовательной платформой, чтобы женщины понимали, плохо или хорошо у нас, хотя мы тратим столько денег, как государство, денег, времени, возможностей на то, чтобы развивать наше образование. К сожалению, да, образование у нас ухудшается, оно улучшается только вот точечно, например, там в каких-то, сейчас мы уже перейдем в вопрос образования, но да, это актуально. В Казахстане у нас какие-то точечные школы там в больших городах или там Назарбаев, Ниш, вот эти школы, они развиваются, там образование на хорошем уровне, хорошего качества. Юля, вот мне кажется, что вы очень хороший вопрос подняли. В том плане, что вы говорите, что есть недоверие к правоохранительным органам. У нас есть недоверие к государственным органам, у нас нет законов, которые бы дали определение, что такое насилие в конце до концов. Когда есть определение и когда есть констатация того, что такое насилие, естественно, уже люди будут знать, и уже это будет работать как закон. Неужели наши власти не видят всего того, что происходит сейчас в обществе? Неужели необходимо вот это все как-то регулировать, этот процесс в социальных сетях? Как это обычно всегда начинается? Начинается все с гражданского общества и в конце концов доходит до государственных органов. Когда наконец-то будут приняты законы, как вы думаете? Вы знаете, я один раз читала лекцию для сотрудников полиции по бытовому насилию. Это был очень интересный опыт, Жанара. Значит, вот чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотела, знаете, как пример дать, что однажды я читала лекцию для сотрудников полиции о бытовом насилии. И они как-то так вот скукожились все в креслах, и я в какой-то момент поняла, что на самом деле они тоже так делают у себя дома. То есть да, Жанара, это обычные мужчины, наши полицейские, да, так что это просто это представители же нашего общества. И я понимала, что сейчас им некомфортно, неудобно, и они меня слушать не будут. Поэтому я постепенно там как-то мне пришлось переформулировать какие-то темы и какие-то термины, чтобы их втянуть в дискуссию и как-то больше, знаете, обсуждать, как мы можем им помочь в работе с агрессорами, да, при этом не обижая самих полицейских, которые этих агрессоров прекрасно понимают. То же самое, на самом деле, можно сказать про наш парламент, про людей, которые принимают законы. Большинство этих людей – мужчины, которые, в принципе, где-то понимают тех мужчин, которые, да, бьют своих жен. И невыгодно этим членам парламента принимать какие-то законы, которые могут коснуться их самих. Да? Именно поэтому у нас должно быть, скажем так, гендерное равенство, у нас должны быть женщины в парламенте, да, это нужно очень мотивировать, и, соответственно, может быть, когда мы добьемся того, что представители наших законодателей будут, да, будет больше женщин среди этих представителей, ну ладно, 50% это, конечно, огромная, такая амбициозная цель, да, но почему бы и нет? Вот тогда наши законы начнут меняться. Вы говорите о том, что женщин должно быть больше. Совершенно недавно я слышала интервью Аиши, супруги Беркута. Она говорит: я не понимаю, что такое гендерное равенство. Вы можете объяснить вот таким молодым девушкам, которые не понимают, что такое гендерное равенство? Да, Жанара. И очень многие не понимают, что такое феминизм. Они думают, что феминистки, женщины, которые отказались от мужчин, значит, отрезали себе грудь и на лошадях скачут значит, по горам. Да, но это же обратно, Жанара, мы возвращаемся к теме и проблеме образования. Когда женщинам не объясняют элементарное, что феминизм – это просто
про твои права. Это то, что ты, когда устраиваешься на работу, тебя будут брать на работу, потому что по твоим квалификациям профессиональным, а не отказывать тебе, что тебе 23 года, и ты, может, скоро выйдешь замуж. То есть дадут возможность мужчине, да, это вот у нас такое происходит. Если молодая девушка подается, и молодой парень, то вас, скорее всего, возьмут мужчину, например. На самом деле феминизм – это про каждую женщину. Это про то, чтобы, начиная с того, чтобы ее не били, да, что ее, чтобы она не испытывала там психологический, эмоциональный абьюз. Вот это тоже про феминизм, да, что у нее есть права, что она не должна заслуживать быть в какой-то семье там годами, да. Бывший муж, с которым она уже давно не живет, официально развелась, может прийти к ней домой и стучаться к ней в дверь и взломать там, не знаю, окна и так далее. Вот это про феминизм, дорогие женщины, это про защиту прав, это не отказ от мужчины, это про защиту наших прав, прав наших девочек, наших дочерей, чтобы у них была возможность защитить себя. А что касается гендерного равенства, вот как раз-таки прекрасный пример наш парламент, дорогие женщины. Вот там сидят в основном мужчины, да, вот это пример, когда у нас огромное гендерное неравенство. Посмотрите на школы наши, да, вот у нас есть или больницы, да, посмотрите, кто руководит этими больницами. Работают в них в основном женщины, а руководят ими в основном мужчины. Почему? Потому что есть такое понимание, как glass ceiling на английском называется, это стеклянный потолок. В какой-то момент женщину уже не пропускают. Все. Рассматривают на лидерские позиции только мужчины. Кто-то говорит, нет, женщины сами не хотят брать на себя такую ответственность. Ну, во-первых, это не так. У нас очень много женщин, которые достаточно амбициозны, да, но им просто даже не предлагают эти позиции. В рамках гендерного равенства можно обсуждать то, что мужчина не может сексуально домогаться на женщину на работе. Вообще нигде, да, то есть у нас это сама тема сексуальных домогательств, она не внесена в закон, да, то есть на работе там мужчина может сказать, господи, и это тоже, это даже в международных организациях, да, я вот работаю сейчас в международной организации, это ужасно, то, что я слышу, женщину комментируют по ее внешности, по ее одежде, по ее не знаю, там, какому-то поведению. И опять-таки, возвращаясь к образованию, многие женщины даже не понимают, что сейчас, да, начальники могут пользоваться своим положением и, например, ну, как бы домогаться женщин, которые под их влиянием. Вот здесь вот как раз-таки это все вопросы гендерного равенства. Поймите, пожалуйста, что это за нас, это не против нас, это за нас. Это не то, чтобы женщина там должна отказаться от семьи, нет, а это про выбор. Гендерный равенство, так же, как и мужчина, да, а у нее должен быть всегда выбор, то, что она хочет делать. И здесь можно, Жанара, часами говорить, что такое гендерное равенство, но самое, наверное, главное, это то, что там, женщина, базовая женщина должна понимать, что ее нельзя бить, ей можно надевать короткую юбку, ходить в, не знаю, ночной клуб, и это не значит, что ее нужно там насиловать, да, как говорит, у нас были кейсы сексуального насилия, дорогие женщины, и сами женщины говорили, а что она вообще в клуб пошла? Здрасте, приехали. А что она пила? Да? Почему она пила? Вот у нас в Женежебек Мусиной громкий кейс был. Очень жестокое сексуальное насилие, изнасилование в машине. 3 мужчин ее прям поймали после ночного клуба, в машину засунули, да, и вывезли за город, и насиловали по очереди. И когда шел судебный процесс, родственники этих мужчин, значит, защищали своих сыновей, братьев и говорили, что это она проститутка, потому что она пошла в ночной клуб, она там выпила,
Мгм. Она надела там короткую юбку. А кто ее просил? Конечно, с такими женщинами будут так обращаться. Так вот, дорогие женщины, даже если вы надели короткую юбку, даже если вы пошли в ночной клуб, даже если вы выпили, даже если вы идете домой одна голая, вас никто не может насиловать. Понимаете? Вас никто не может насиловать. Это преступление. И, и тут уже вообще другая тема, Жанара, выходит, называется она согласие, да, секс должен быть по согласию, consent, да, на английском языке, вы знаете, женщина должна сказать «да», чтобы заняться сексом, женщина должна сказать «да», а мужчина думает, что если она говорит «нет», она имеет в виду «да», потому что это, опять-таки, про гендерное равенство, если она же должна чуть-чуть сопротивляться, это нормально. Я мужчина, я ее добиваюсь, я, значит, ее снимаю, а она должна чуть сопротивляться, потому что это вот такой язык женско-мужской. Нет, это про гендерное равенство. Если я хочу с тобой секса, я тебе говорю, да, я хочу, consent, согласие. И вот это тоже образование, да, и для мужчин, и для женщин. Мужчин тоже надо образовывать, им тоже надо говорить, что такое эмоциональный абьюз, что такое психологический абьюз. Вообще мужчины это отдельная тема, они тоже подвергаются разным видам абьюза, но там немножечко другая уже тема. Вы нам всем очень интересны в том плане, что вы, во-первых, ваша точка зрения совершенно не похожа на точку зрения тех, кто выступает сейчас по телевидению. Вы говорите правду, вы говорите современным языком, и вы говорите как практикующий психолог. Вот, я хочу опять вернуться к семье Димаши и сказать, что на самом деле семья Димаши, я же не в плохом смысле имела в виду в начале нашего разговора, а в самом прекрасном, хорошем смысле слова, что как раз вот эта вот, наверное, семья является образцом для нас, для всех. Посмотрите, пожалуйста, как даже вот когда выступает мама и папа Димаши, как они уважительно относятся друг к другу, какие взгляды, как папа подает руку маме, как он уважает ее, да, как они, даже вот бывают такие видеоролики, где показывают, как они с семьей дома поют песни. Это же говорит о том, что у них хорошие взаимоотношения в семье. Они не только работают вместе, они культурно обогащаются, они отдыхают вместе. И, в принципе, семья Димаша является в этом плане, безусловно, показательной. Действительно, вы правы по касательно семьи Димаша, и очень многие это видят и восхищаются ими. Но давайте, если говорить о стране, да, о стране Жанара, а я работаю, ну, как вы не раз уже сказали, я практикующий психолог, я работаю непосредственно с людьми, я слышу истории с поля, да, так называемого, с реальных жизней. Так вот, Жанара, в Казахстане очень распространена фасадная семья. Что такое фасадная семья? Это когда семья на публике ведет себя очень счастливо, можно сказать, идеально. То есть папа любит маму, он подает ей красиво. Я не имею в виду сейчас семью Димаша, да, я говорю в целом. Говорится, рассказываю истории с поля. Папа любит маму, они вместе там ходят на свадьбы, тои, они такие вот тосты говорят красивые, они там, я не знаю, вроде вот у них и дети, и сын, и дочь, и все прекрасно, и они вот и богатые, и счастливы. Но у папы там вторая семья где-то. Мама сделала для себя выбор, что никуда он не уйдет, он будет при мне в любом случае, при этом она страдает, там страдает, внутри скандалы. И таких семей очень много в Казахстане. Да? Вот, вы знаете, тема вторых жен. Мне часто пишут, мужчина предлагает мне стать второй женой. Я говорю, слушайте, и я же веду свой Инстаграм, да, вы понимаете, что ко мне там обращаются женщины. Опять-таки, все из реальных случаев. Я говорю, нет в Казахстане понятия «вторая жена». Нету. Вы не жена, вы не будете ему никогда женой. Вы будете любовницей. Быть любовницей – это может быть выбором. Да? Мы с вами взрослые женщины, мы понимаем, да, что, ну, как бы, если взрослые люди так решили, то
Это как никто не может там, им это запретить, да? Но вещи нужно называть своими словами. Так вот, в Казахстане очень распространена фасадная семья. Я вижу очень мало по-настоящему честно счастливых семей, Жанара. Поэтому здесь важно понимать, да, что не всегда мы можем верить инстаграмам, даже вот то, что мы видим на публике, да, люди очень зависят от мнения общества. Люди боятся, что о них что-то скажут плохое, что их там, не знаю, осудят, да. Очень мало людей в Казахстане живут по, по сердцу, так, как они хотят. Мгм. Большинство живут так, как от них требует общество, да. А внутри там происходят свои вот эти вот какие-то заморочки. Но окей, пусть они будут, но я вижу по количеству психологических травм, с которыми я работаю, что это нездоровая ситуация, что все равно нашей психике легче с правдой. Какой бы она ни была, ей легче с правдой, нежели вот с тем фасадом, в который она живет. Рано или поздно потом какие-то выходят проблемы. Ну, в теле, да, или там в отношениях. Поэтому вот мне бы хотелось обратиться к нашим женщинам и сказать, что да, фасадная семья возможна, но старайтесь, чтобы это не было во вред вашему психологическому и физическому здоровью. Потому что из того, что я вижу, это несчастливая семья, это, к сожалению, это несчастливые дети. Поэтому живите по правде, живите не для общества, а для себя, как бы это непросто для вас не было. Я хочу еще раз подчеркнуть, что вы сказали, это не обязательно касается Димаша. Сейчас Да-да-да. множество комментариев о том, что как вы там задеваете семью Димаша, ни в коем случае эта семья идеальна в разных планах. Да-да-да. Абсолютно, мы просто говорим о в общем плане. О Казахстане, да. Димаш из Казахстана, мы говорим о Казахстане. Оль, мы еще будем говорить с вами, мы еще раз будем обращаться к вам, потому что множество проблем существует. Мы только лишь коснулись сегодня какой-то проблемы, только лишь коснулись. Мы будем говорить более глубже, более будут у нас какие-то другие темы для разговора. Я еще раз вас благодарю за участие. Вас благодарю, спасибо. Спасибо еще раз. Я хочу вам пожелать в преддверии Нового года всего самого наилучшего, здоровья и, безусловно, чтобы вы реализовались профессионально как специалист, то есть высокого ранга, потому что, я еще раз говорю, вы психолог, вы социальный работник. Пожелайте вы, пожалуйста, нашим подписчикам, нашим друзьям, нашим дирс, вообще тем, кто смотрит наш канал. Какие-то пожелания. Спасибо большое, Жанара, за ваши поздравления, за ваши пожелания. Да. Я желаю вам и всем нашим вашим подписчикам в новом году просто не бояться идти в разговор с самим собой. Да. Иногда он может быть непростым, но это самое-самое-самое главное, что мы должны сделать в этой жизни, это понять, кто я. Да. Когда мне пишут, что хочу стать, там, не знаю, хочу найти свой смысл жизни, или хочу там найти свое предназначение, или хочу там помогать другим. Я говорю, знаете, самая главная наша цель в жизни – это стать счастливым. И когда мы завершим нашу миссию на этой земле и, ну, скажем так, пойдем либо в другую жизнь, либо встретимся с Всевышним, первое, что он нас спросит, это ты был счастлив в той жизни, которую я тебе подарил? Вот, и, ну, как бы нужно постараться, чтобы ответить ему «да».
А для того, чтобы ответить ему «да», нужно точно знать, кто я, что мне нравится, какую жизнь я хочу проживать, что мне не нравится, что я могу изменить в этой жизни, да. И это вот наша самая большая ответственность перед самим собой, перед Всевышним, перед Вселенной. Это понять себя, стать счастливым в этой жизни. И я поэтому желаю всем вашим подписчикам, пожелаю вам продолжать поиск себя, быть смелым, то банальное, да, любить себя и обращаться за помощью к специалистам, если вам что-то не будет понятно. Вот. Большое. Как говорится, будь счастлив сам и поделись счастьем с другим. Да, да, да. На этой счастливой нотке заканчиваем нашу передачу, закрываем эту тему и продолжаем открывать какие-то новые темы для себя. Еще раз до свидания. С наступающим Новым годом вас, друзья. До свидания. Пока. Спасибо, пожалуйста.